2 минуты из видеообращения. Что сейчас происходит с Израилем? Смотрите, у них один день идут новости, стандартная схема. Один день они бьют по, ну или там заходят в Газу и там взрывают мечеть 13 века. Второй день они наносят мощнейший удар по Йемену, по порту. Да, причем там такая апокалиптическая картина, вот все, они отбомбились жестко. Сегодня, например, они вот стреляли по Ливану опять. И вот так вот в круговую, то есть раз, два, три, какой-то вальс у них А такой. пиндосы транспорт гонят и гонят вооружение. Американские налогоплательщики, да. Ну, то есть, смотрите, в чем задача? И при всем уважении, Задача не попасть на скамью подсудимых у товарища Натаньяху. причем при всем уважении к вот этим соседям, всем, я тут и Турцию, и Катар, который пострадал, и вот эти все другие арабские страны, которые все съехались, исламские страны, они вот это все осудили, ну, действий ноль. Ну, то есть, вот конкретных. Нет. Да, я вам больше скажу, что саудиты всячески давят на Ливан, на ливанское правительство, чтобы те разожгли Хизбаллу. Давили. Сейчас сразу перестали после Катара. А действий, ну как действия? Начались какие-то действия. Насколько я понимаю, Египет теперь на Синайском полуострове отказался информировать Израилю о каких-либо перемещениях войск. Саудиты побежали к пакистанцам и сказали: так, чувак, у вас ядерные бомбы, помнишь, мы за них платили? Вот, давай теперь подпишем. И как-то они стали по-другому, судя по всему, относиться к Ирану, потому что они считали его, ну, таким врагом, потому что, во-первых, шииты, во-вторых, гегемон в регионе, реальный гегемон. А они все под пиндосами и под израильтянами лежали. Ну, под ЧВК. Кстати, Натаньяху тут же он начал что-то, по всей видимости, предчувствуя свою кончину скорую и превращение в Машаха. Да. И, ну, в этом смысле превращение. Эм, Вечная жизнь. Он начал что-то гнать, базу выдавать. То он 2 раза сказал про Великий Израиль. Ну, это план Клинбрей американский. Под него как раз сделано для Израиля. ЧВК что выполняла на Ближнем Востоке. Контроль Америкой над Западным Ближним Востоком. Сказал, что да, там и у судитов надо бы отобрать часть. Судиты там выпускали ноту протеста, еще что-то, еще что-то. Теперь сказал американцам: вы нам должны быть благодарны. Мы за вас сделаем всю грязную работу. Да. Ну, понимался, что Израиль ЧВК. Это не вы тут умираете, не вы тут с арабами, понимаете. Вы с ними дружите, а мы воюем. Так что, Извините, у меня много параллелей проходит сейчас. Ну, сейчас к этому вернемся, продолжайте, ну да. да, это я уже сказал, ну да, Зеленский, ребята из одного гетто. Кстати, по-моему, из белорусского. Белоруссия, кстати, страна, которая дала 4 премьер-министров Израиля, так что вы не думайте. Да, вы, наверное, не знали, что до 1936 года в Белорусской ССР было 4 государственных языка. Один из них идиш. Да. А, Поэтому вот он выдает базу, и арабы начали, ну, конечно, если так посмотреть, американцы знали, потому что израильские самолеты пролетели над Ираком, соответственно, небо Ирака контролируется американцами. Саудиты прекрасно знали, потому что осуществлялись запуски из воздушного пространства Саудовской Аравии. Катар, воздушное пространство, тоже контролируется американцами. Заправщики использовались, дозаправщики использовались британские, американские, все прекрасно знали. Трамп знал. Тут не надо, он там тебе целку себя строит. Целку он себя строит, потому что Акела промахнулся. Факап произошел. Так, погодите, стойте. Вот давайте объясните. Ну, убили бы этих переговорщиков Хамас. Это вот у Нет. еврейцев есть такая вот фишка в голове, что если что-то обезглавить, да, то все рассыпется. Мы же сейчас типа воюем с Хамас. То есть пример Хамаса, пример Хезбаллы, пример того же Иисуса Христа. Их ничему не научил. Ну, обезглавили. Дальше. Что-то поменялись, вам все равно надрали одно место, что Хамас, что Хезбалла. Иран решили обезглавить. Ну, и что вышло? Но продолжая делать одно и то же, надеясь на другой результат. Красавцы. Хорошо, да. Это все отсюда.
И потом террор, еще раз, террор. Вы не понимаете, это вот психология. Израиль всегда существовал и всех давил, во-первых, полным военно-техническим превосходством и террором. Все должны бояться. Это Бегин еще говорил, что внешняя политика Израиля должна быть сродни бешеной собаке. Мы отмороженные, нас должны все бояться, не знают, когда кого мы укусим. Он забыл вторую часть. Бешеная собака, что с ним происходит? Их пристреливают рано или поздно. Потому что она несет, извините, опасность окружающим, для окружающих. Это все отсюда. Хорошо, тогда какая конфигурация вырисовывается на Ближнем Востоке сейчас? Что будет? Ну, Ну, как, Газу загонят в гетто, я так понимаю, ну, в этот. значит, насколько я понимаю, с газа у них план такой хитро выдуманный. Там осталось всего, сейчас уже, наверное, меньше, 5 пунктов выдачи продовольствия, 3 из них на юге. Начали они с севера, то есть они пытаются согнать все население сектора Газа на юг, организовать там один большой концентрационный лагерь, из которого выхода уже не будет. Потом сказать, хотите, живите здесь на своей земле до конца жизни, в концлагере, в реальном теперь. Хотите, уходите. Ну, вот такой план. Но Хамас им не победить. Они не могут его победить 2 гребаных года. Продолжают делать то же самое. Эти ребята все равно вылезают из своих нор и мочат израильтян. Причем, чем больше, тем дальше, тем больше. Ну, скажем так, вот когда говорили, что там, я говорил, год назад говорил, что, ну, ребята, израильтяне уже потеряли 900 танков, там все смеялись. А теперь, когда израильтяне в Газу заезжают на Меркава-2, не 3 и 4, а уже на Меркава-2, все остальное либо раздолбано, либо подлежит капитальному ремонту. Как-то у людей, у которых есть глаза, они начинают видеть картину несколько иначе. Еще раз, почему ашкеназы всегда выступали за палестинское государство? Вот что давайте сделаем палестинское государство, помиримся со всеми к черту арабами и все, на этом закончим. Потому что они прекрасно понимали, что Израиль это какашечка маленькая такая, пустынькая. Экономика маленькая. Военная армия, ну, у нее нет стратегической глубины. Все постоянно продолжаться не может. Поэтому нужно мириться и забивать вообще на все эти войны. Ну, вот мы это видим. Израильская армия, она на пределе уже возможностей. ПВО у них больше нет, считайте. Ну, потому что ракеты израсходовали. Arrow-2 и Arrow-3 они производили, вернее, сейчас не знаю, сколько там иранцы раздолбали, потому что каждый день появляются новые фотографии разбитых военных баз и производств. Они производили от 50 до 60 штук в год. В год. Перемирие они запросили, израильтяне, потому что заканчивались ракеты ПВО. Ну, то есть, они не могли восполнить запас ПВО, они смогут, ну, за несколько лет, наверное. То есть, у них ПВО нет. Все они все равно полезут на Иран. Чем это закончится, ну, я вам уже сказал. Снова в пустыне. Библейские времена придут в Израиль. Ну, смотрите, вас часто критикуют. Есть, скажем, такие позиции, что вот, ну, мол, Израиль все делает правильно, Израиль молодец, загнали, вычистили вот этих всех ужасных людей из Газы, побили, порушили. Некоторые вообще прикалываются, что это они делают. Знаете, вот есть такая история, когда вот покупаешь старый дом, и тебе, ну нет тебе смысла его как-то латать. Надо вот просто бульдозером все снести, да, и уже там, может быть, фундамент оставить, хотя и некоторые и фундамент не оставляют, тоже Ну, там, и делают все это по-своему. глупые люди, это очень глупые люди так рассуждают, потому Так что понимаете в чем? Так это же для Трампа, чтобы он там вместе с Маском построил вот эти Трамп все это, ну, Эльдорадо. Он же слушайте, застройщик. да не в этом дело. Просто так вот рассуждают глупые люди по одной простой причине, что сионизм и еврейцы очень сильно поднялись после Второй мировой войны. У них была бизнес-модель жертва. Мы жертва. Чуть что сразу мы жертва. Все, они эту бизнес-модель собственными руками разрушили. Нет больше этой бизнес-модели. Из жертв они превратились в агрессора. Для всего мира. Даже вот, ну, я вообще даже не подозревал, что, оказывается, экономический бойкот Израиля на
бытовом уровне, он набирает обороты, он уже каких-то диких размеров достиг по всему миру, включая Западную Европу и США. В США в результате, понимаете, когда они делали, еврейцы всегда это делали, просто они это делали не 24/7. То есть они это делали 24/7, просто это не снималось 24/7. И не транслировалось, как говорится, на девайсы, на ваши девайсы. А теперь это транслируется. Конечно, все это увидели и, мягко говоря, офигели того, что они творят. Ну, думать надо было. А еще раз, Хамас их просчитал, их реакцию, то, что они будут творить, они их просчитали на раз-два. Просто фантастически их просчитали. Это к вопросу о каких-то непонятных тупых палестинцах. Хамас писал, их лидеры писали, что да, будет огромное количество жертв, будет море крови, но мы готовы на это ради того, чтобы наши будущие поколения жили на земле предков. Они их просчитали на раз-два. И имеем то, что имеем. Нет, ну они-то их просчитали, но газу уже, походу, не вернешь. Или здесь вариант... Я вот здесь, слушайте, они не могут ничего там сделать 2 года. Знаете, 2 года. Потому что у Израиля даже не регулярная армия, это полицейская оккупационная сила, карательная армия. Она ничего с ними сделать не может. Они под землей, им пофигу. Они не боятся смерти, они хорошо подготовлены. Командный состав там зарезервирован на несколько эшелонов. Поэтому выносите руководство, как вы говорите, обезглавливайте на здоровье. Это помогло вам с Хамасом? Нет. Помогло вам с Хизбаллой? Нет. Где там берут за 3 дня? Алло, ребята, о чем вы? Я, конечно, тут в шоке приходят новости, ну, картинки. Значит, ну, это про Украину. Мы сейчас немножко, еще там момент я хотел бы с вами обсудить про Америку и про дальнейшее. Ну, немножко про деньги поговорим, а потом переключимся на Украину. Тут просто про Украину. Сейчас приходят новости, где там очередной населенный пункт. Короче, Серебрянское лесничество передают все. То есть вот этот лес смерти, Да, да, взяли, да. который, ну как бы все, теперь фронт ушел дальше. Там стольких положили и украинцев, и россиян. Там, конечно, Там тяжело что. замес очень серьезный был. Все, он остался позади, за спинами наступающих войск. И, ну, понятно, да, то есть и сейчас идут, приближается к Лиману, к Северску. То есть там очень серьезные сейчас бои идут. И вот показывают, а Лиман немножко в стороне, это как крупный город, да, там Ямполь рядышком, такие городишки, там Торская, вот это вот все. А показывают улицу в Лимане, Донецкая область. Смотрите, там днем с огнем машин не найдешь. Людей нет. Ну, там есть некоторые, но очень горстка людей в этом Лимане. Ну, там, блин, дорогу постелили. Латки такие нормальные, понимаете, это все освоили. Всё. Плитку положили, Ну, поребрики поменяли, ну, плитку, тогда не считается. ну, Не латки такие, считается. капитальный ремонт это Ну, называется нет, вообще-то. надо Понимаете? плиточку положить, поребрики поменять. Тогда да, тогда это засчитывается. А так? Ну, просто что удивительно, там фронт уже фактически, вот он. Ну, Ну, где... чтобы российские бренд-транспортеры особо не тряслись. Нет, ну какой-то цирк, понимаете? Понятно, что надо Ну, стырить. бабки моют. Ну. Понятно, что надо стырить и отмыть. По поводу Ну, бабок. это же почему-то Зеленский отказался от ленд-лиза. Потому что на нем бабки не сделаешь, если только налево толкать. Да. Здесь. А тут и налево можно толкать, и вот так вот мыть, и эдак мыть. Нормально все. Лиман, пожалуйста, капитальный ремонт, проспект, латки, класс. Значит, Степан Геннадьевич, по поводу денег. Я не могу с вами не обойти эту тему. Трамп, ну, сегодня там такая полушуточное, конечно, сообщение. Золотая статуя, где он держит биткоин, монету. Со всех ракурсов сфотографировали и так далее. И это все на фоне, когда ФРС снизила ставку на 0,25%, 25 пунктов называется. Ну, это четверть процента. Учетная ставка упала. Значит, какой-то лютый трэш вчера происходил. Все там продавали, покупали, шортили, вот это все. Да, волатильность хорошая была. Да. Ужас, конечно, ужас. Ну Причем так, нормально покажи. по крипте, по всяким фондам, по биржам, то есть все обратили внимание. А все же задумались, а что ж такое? Вроде ж Кук показала кукиш,
суд, ну, трогать, сказал, не трогай, Нельзя. Кук. А, понятно, главу ФРС тоже, все вроде как, но ставку немножко снизили. Чем это грозит? Что вы скажете по поводу паники о том, что ой, все, доллар, все, хавайся, просто. Да, все, хана зеленому, все, сливай кто может. Ну, во-первых, ФРС никогда ничего не определяет, он следует за рынком. Много раз на семинарах говорил, ребята, сделайте простой эксперимент. Возьмите 30-дневную доходность по 30-дневным биллам, посмотрите на ставку ФРС, как она входит вот в Боллинджер Бенд. Ну, раньше там он был 1,2 разница, последние, по-моему, 5 лет там разница стала 0,7. Ну и вот как раз у нас было 4,5 доходности, там 3,81, 3,83, вот так. То есть подошел к границе этого канала. Что делает ФРС? Убирает разницу обратно ближе к нулю. Ну и все. Они всегда следовали за рынком там последние лет 30, поэтому ничего удивительного в этом нет. А ФРС уже давно на самом деле никакого отношения к экономике, к финансам, к ликвидности не имеет. Потому что финансовые условия сейчас США находятся на уровне, когда у вас ставка ФРС должна быть ноль, и ФРС должен проводить мощнейшее количественное смягчение политику. Даже лучше. Извините, ставка 4,25, и они проводят политику количественного ужесточения. То есть изымают, снижают свой аккаунт суммы размером. Ну и все. И Пауэлл сам признался, что единственное, как ФРС может влиять на рынки и на экономику, это посредством изменения финансовых условий. А он больше даже на это не влияет, потому что влияет Трежес. Они финансируют все. Огромный бюджетный дефицит, который бьет все рекорды. Спасибо новой политике мудрой Трампа и большому прекрасному Биллю. А доллар что? Ну, у него была возможность поставить низы четырехлетнего цикла. То есть, ну, у доллара есть, грубо говоря, каждый год такой ритуал смерти доллара. Это когда мы идем на низы годового цикла. А раз в 4 года в среднем. Ну, все, ну, там уже Мендельсон и похороны, все, сливай воду. Вот у меня такая была возможность в июле. А сейчас вот как раз сентябрь, что я ожидал. Что в сентябре доллар покажет новый низ. Ну и все, на этом после этого начнется. Все очень будет жестко на рынках. Ну, потом начнется рост. Очень. Потом начнется рост. Жестко. Вот когда он начнет расти, будет жестко везде. Мгм. Смотрите, что вы скажете, там разразились статьями последние дни, вот вчера, позавчера, пришли вот эти данные по США, по недвижимости, ипотеке, понятно, ставка ФРС опустилась, вот это. Все, вот все. Мировой кризис, как в 2008 году. Начинается. Ну, почти, да. Но только 8-й год был рекламным роликом. Того кино, которое он сейчас был показывать. Да, ну, посмотрите там на данные по безработице. Вроде все хорошо, но за последние 6 месяцев у них уровень участия в рабочей силе у американцев снизился на 1,5% пункта. Если бы этого не произошло, безработица была бы уже 5,1, 5,2. Посмотрите, как пересматриваются данные по созданию количества, по созданию рабочих мест. Ничего не создается. Но это еще не самое страшное. Самое страшное в том, что полноценные рабочие места, то есть это полная занятость, они теряются с огромной скоростью. То есть, условно говоря, там за прошлый год 1 миллион потеряли, а они были в статистике замещены временными рабочими местами. Это все. И просто ликвидность ликвидностью, деньги деньгами, но в системе огромное плечо. А чем больше у вас плечо, тем больше, скажем так, возможностей и вероятностей, что да, по лезвию, как сказал великий Путин, не пробежать. Это лезвие пера, наверное, он имел в виду. Не бритвы же. Лезвие пера.
Да, значит, Степан Геннадьевич, давайте в завершающей части об Украине поговорим. Хотя там есть, можно и Макрона вспомнить, он там вынужден оправдываться, что у него жена не мужчина. В общем, это все, конечно, очень интересные новости приходят. Панина каждый обидеть может. Поэтому он, да, поэтому он быстренько говорит, все, возвращаем санкции под Ирану. Об Украине, значит, Можно смех. это на экране, ну, это обычная вот эта история там из букварок, учебников. Добавь две буквы, и получится то, на чем держится вся Украина. Вот я так перевожу. Ну, красивые там люди стоят, причем разноцветная кожа у них с флагом Украины. В общем, первая буква Не «З». бинарная, не бинарная, что ли? Не, ну просто, может, загорелая. Ну, с юга Украины, наверное. А, С южной Украины. И, в общем, получается как? Первая буква «З», в общем, последняя «да». Вставь две буквы. Зрада, что ли? А так и вставили дети в школе, понимаете? Зрада. Зрада, понимаете? А подразумевалось же злука, ну типа объединение. Не, зрада, понимаете? То, на чем держится Украина. Степан Геннадьевич, значит, пошла реально жесткая отработка вооруженными силами Российской Федерации, ВКС, по, ну, по ЖД По инфраструктуре, всему. Да. по свету, в общем, по подстанциям, по предприятиям. В общем, пошла вот эта вот тяжелая работа. Почему тяжелая? Потому что последствия тяжелые. Но Да. что мы слышим от Зеленского? Он выходит и говорит, ну так смотрите, у нас отопительный сезон, так и в России отопительный сезон. Ну вот смотрите, вы тут такие там, да, а мы вот тоже будем, кто-то куда-то не долетел, кто-то куда-то не доехал, там дефицит бензина, какие-то вот эти вещи. Мы, значит, Да. будем работать на это. То есть, Ну да, можно запускать сотни беспилотников тупо по мирнику белгородскому. По мирнику, просто тупо. то есть Вызывать возмущение граждан. получается, что здесь, понимаете, ну как вам сказать, понятно, что начался новый этап войны. То Да, есть, эскалация, да. и, в общем, перспективы тяжелой зимы, они уже маячат вот-вот-вот. Сейчас вот дожди там прошли, в общем, ну так, достаточно. Все немножко могут ощутить, что это такое. В военном смысле этого слова, ну вот в военном смысле, что это решает? Решает снабжение и производство, снабжение ВСУ и логистику ВСУ уничтожает. Просто. Выносят же заводы, которые как-либо связаны с производством вооружения. Да, турецкий завод, американский, все остальное. Склады с новыми этими вундервафлями и производство вундервафелей. Поэтому просто уничтожается любая инфраструктура, хотя которая хоть как-то может быть использована армией. Это абсолютно законные военные цели. Не детинец, а пункт временного размещения, например. Поэтому об этом предупреждалось, что рано или поздно все начнется очень-очень жестко. Потому что были у меня, скажем так, сомнения, что великий вождь мирового пролетариата не сдюжит, испугается, еще что-то. Но нормально повел себя. Поэтому сейчас все будет очень жестко. Э, Как говорится. Увольнение. Причем так тихо, Вот. мирно, спокойно, без скандалов. Потому что, давайте будем откровенны, в России, если кого-то, так сказать, увольняют, то это обычно уголовное дело, причем реальный суд под камеры, крутые штрафы, крутые Либо сроки. старовой, да. Ну, вот таким вот макаром, понимаете? Либо да, либо там отъехал в парк и не приехал, то есть, ну, условно. А, Козак без шума и пыли, Не, ну, кто же? отвечавший в администрации Путина за направление как раз-таки постсоветское, украинское.
который с Ермаком сидел, и вот эти же были там пересказы, там даже какие-то кусочки видео где-то кто-то показывали, как они там обсуждали, когда Ермак пытался втулить рамочное соглашение, а Козак ему говорил, не-не-не, давай, поехали по пунктам, и они вот там сцепились. Козак, который звонил в первые ну, вот эти дни вторжения в Украину, говорит, сдавайся. Ну, типа там, ну, что такое, да? То есть вот эти там, вот эта история, он постоянно был там. И сейчас там будет Кириенко. Значит, все увидели увольнение Козака, все увидели там Путина с пистолетом на Запад 2025. Ну, типа партия мира проиграла, что ли, это И бредятина. получается, что все, то есть всех разогнали, теперь будет исключительно Да, война. я в этом, честно говоря, я про сказки с этими кремлевскими башнями меня давно не интересует. Но, скажем так, до Козака также спокойно, красиво ушел некто Дудаев. Ой, прошу прощения, Сурков. Туда, туда. Да, ну, фамилия у него такая по рождению, по матери. Условно говоря. Сурков. Тоже так спокойно, красиво ушел, все нормально. Что Сурков тогда занимался русским миром, все прокакал, мягко выражаясь. Непонятно, куда ушли миллиарды ассигнованного дела. Что Козак, между прочим, в том числе последний такой феерический успех – это Молдавия. Что там творят и молдавские власти в Приднестровье, аресты лидеров и тому подобное. Это, между прочим, на его совести. Но он, как и Сурков, очень такой близкий человек, насколько я понимаю, вхожий в круг, давний соратник, проверенный, характер нордический. Поэтому отбирают молодые у него эту самую власть. Потому что, ну, Молдавия, я думаю, это уже было последней каплей. То есть, такой вот очевидный провал службы внешней разведки и соответствующих чекистских подразделений. Козака, который все этим рулил, насколько я понял, администрация президента, ну, это уже вот все. Пора уходить. Ну, теперь придет Кириенко. Ну, мало что поменяется. Так это не шило на мыло? Ну, примерно так. Ну, хорошо. Вот была, скажем, внешняя политика по отношению к Украине и всему постсоветскому пространству при Суркове, при Козыке. Что не поменялось? Ничего. Наоборот, больше угроз стало. То есть та же Ну, Армения, там просто Азербайджан, те же... внешнеполитическое. Ну, я имею в виду, вот, да, с внешней стороны стало больше угроз, да. Ответов адекватных на эти угрозы система найти не смогла. Поэтому ничего не поменяется, а все это, знаете, для политологов. Писать большие статьи «Партия мира», проиграла, теперь, значит, партия войны. Ну, это мое личное мнение. Я давно забил на это самое, на все эти дворцовые интриги, потому что результат известен. Ну, тогда я вам еще одну интрижку подброшу. Навальная, Йоланда вышла. Йоланда, Помните, алкоголь. Байден сам называл Йоланда Навальную. А где сейчас Байден? Правильно, в долгах. 800 Да, тысяч кстати, долларов, да. да, в Да. долгах. А, Книжку пора писать. Наверное, да. Так вот, собственно, Йоланда написала, Йоланда вышла, говорит, 3 этих самых лаборатории проверили. Короче, отравили Навального в этом волке полярном. Ну, как он там, колония называется. Да, да, где Ну, в общем, проверить. там, в колонии, в общем, его, причем травили там не с первого раза, подтравливали, короче, отравили. Да, это новичком помазали анус, да. Смотрите, сейчас вот на самом деле это прям очень интересен момент. Она только забыла сказать, кто отравил. Ну, ладно. Ее же хозяева. Хотя непонятно, кто у нее хозяева. Вот тоже российская позиция в изгнании. Кто у них хозяин? Но я думаю, что вот экономический блок, по крайней мере, российской полиции, оппозиции в изгнании, он героев России им точно всем дадут за службу Родине. Ну, потому что они же разрабатывают идиотские санкции. Значит, вышел Трамп, Степан Да Геннадьевич. ладно.
Похмелился и вышел. Ну так, ему ж Да там... это- Не, ну ему ж там подсовывали, подливали. Ну, надышался, ну, Надышался парами. Значит, привычно. он поднялся на трап самолета, как бы помахал всем ручкой, потыкал пальчиком, как он любит, сел на борт и полетел из Британии. Вот, ну, буквально начался наш эфир, об этом сообщили. Значит, и в полете, как он любит, из самолета, из борта, телеграфом, или там выпускают в окно почтового голубя, он летит и передает в интернет. Значит, заявление. Сейчас не время просить российского президента Путина о прекращении огня. Он Конечно, не так... время, мы договорились с Вовой. Вова, ты их кончаешь на поле боя, потом появляюсь я, как миротворец. И мы начинаем, а, как ничего, ни в чем не бывало. Он Да? также пообещал быть жестким, если это придется сделать. Но после европейцев. Да. Ну, вот тут же еще одно заявление, что, понимаете, Путин с Зеленским настолько ненавидят друг друга, что не могут находиться в одной комнате, поэтому Трампу придется сидеть с ними. Вот это вот, я понимаю, уровень дипломатии, понимания момента. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Значит, все милости прошу, переходите к Тимуре в Телеграм и на ссылке в его лекции на портале City Class. Переходите, интересуйтесь, в общем, следите. Поставьте лайк этому видео, не забудьте, это прям очень важно. И, конечно, напишите хороший, добрый комментарий. Итоги опроса. Что из этого больший бред? Значит, 6% обрушение цен на нефть, 10% санкции против Китая, 16% США возвращаются в Афганистан, и 68% Зеленский и Сырский разобьют Россию на Донбассе. Ну, все просто видят эту динамику и сколько и по времени, но это заявляет Зеленский. Но этот второе место я хотел бы, чтобы отдельно вы прокомментировали. Слушайте, а что это он вдруг? В Лондоне, говорит, мы вернемся в Афганистан, там есть какой-то аэропорт, который в часе езды База, Баграм, по-моему, база американская, Баграм, да. от того, где... Ну, это надо будет договариваться с талибами. Нет, ну подожди, это реально? Или это как Гренландию давайте Я не оккупируем? знаю, но база была американская, по-моему, Баграм она называлась. Все время это еще была наша база в Афгане. Когда они уходили, там что-то повзрывали, что-то оставили талибам. Вернее, они оставляли не талибам, они оставляли афганскому правительству и афганской армии, которая оказалась на бумаге. Там же министр финансов Афганистана, который сбежал, сказал, ну, понимаете, так получилось, что 300 тысяч штыков у нас проходили только по бухгалтерии. Ну, бабки мы все воровали. А возвращаться, ну, вернуться бы они вернулись, так кто же им даст? Зачем они там? Кому там? В Афганистан зашел Китай. Что им там делать? Ну, это, наверное, потому что в Афганистан зашел Китай, вот это сейчас и пытается Трамп разыгрывать вот эту комедию, ломать по поводу того, что... Ой, ой, Слушайте, ой. я уже второй месяц говорил, ну, давайте подождем вечера. Может быть, к вечеру мнение изменится. Перейдем Вполне возможно, что изменится. Да, перейдем к вашим вопросам, уважаемые друзья. Спасибо всем большое, что пишете эти вопросы. Клуб зрителей Шелеста, давайте отсюда. Вот здесь парочку для вас, Степан Геннадьевич, оставляли вопросы. Вот они. Значит, как хотел бы сам Димура, чтобы закончилась война? Вот его личная хотелка какая, если уйти за пределы анализа? Спасибо. Хотелка, чтобы закончилось завтра, но на таких условиях, что Донбасс наш, грубо говоря, нам отдают Новороссию, отдают Одессу с Николаевым. Все это юридически оформляется. Украина признает, становится нейтральной страной. Армия Украины там сведена до минимума, скажем, до 20 тысяч. Все. Я думаю, даже репарации, ну не репарация, а денежку дадим, чтобы просто все это закончилось. А просто это либо заканчивается сейчас,
Вот ну, так. Либо это закончится, ну, может быть, через полгода, я не знаю. С тем же самым результатом, только будет там, может быть, еще миллион убитых. И вообще все будет. Западенцы, они что думают, что это самое... У них там целое государство останутся. Инфраструктура целая останется. Глубоко заблуждаются. Особенно, если они полезут сейчас в Молдову на Приднестровье. Западенщина превратится очень быстро в Донбасс. Выжженная земля просто. Ну, просто тут Ну, еще это выбор народа Украины, как говорится. Еще есть такой просто момент по поводу Молдовы, да, все так отмахиваются, а что там Молдова, что подумаешь, Молдова, Не-не-не, там они замутить могут. Там Румыния, там все нормально, там все схвачено, там это бедное Приднестровье, там придушенное. Но там может вообще выкрутиться и замутиться таким образом, что условный пророссийский переворот в Молдове, и все такие говорят, ой, вы там Одессу никогда не возьмете. А если со стороны Молдовы? Да, кто ее брать будет? Ее просто окружит, и она сама сдастся. Вот и все. Значит, новость пришла. Хамас отвечает Израилю. Не получите заложников ни живыми, ни мертвыми. Движение Хамас объявило, что Израиль, начав расширенную наземную операцию в Газе, отказался от освобождения удерживанных там заложников и не получит их ни живыми, ни мертвыми. Сопутствующее заявление опубликовали на телеграм-канале военного крыла Хамас, группировки бригады из ад-Дина Аль-Кассама. Ну, это для тех, кто критикует Димуру и говорит, что Хамас повержен, никого нет и, собственно, всех убили. Нет, Хамас правильно. Они знают, что, во-первых, есть раскол, частичный раскол по этому поводу в израильском обществе. Они еще, извините за выражение, поддрачивают Натаньяху как могут. Давай, давай. Гони сюда больше мяса. Мы голодные. Поехали. Сообщество YouTube. Как скажутся прилеты дронов ВСУ по НПЗ на экономике России? Спрашивает Люквик Алекс. Ну, по разным оценкам, я тут свечку не держал, там, по-моему, от 15 до 17% простаивает сейчас. Часть на профилактическом ремонте, часть простаивает из-за падения. Значит, так надо тут очень правильно говорить, грамотно. Из-за падения обломков дронов с последующим хлопком и задымлением. Не потому, что дрон попал, а вот сбили его, но обломки упали. Это на третий год войны эти дебилы все это несут. Нехватка бензина, трудно сказать, есть она, нет. Другая проблема в том, что в России, как казалось, нет больших мощностей по хранению нефти и топлива. Ну, потому что она есть нефтедобывающая, переработка. Ну, на самом деле, я не думаю, что это особо критично, потому что есть госрезерв, из него тоже можно брать бензин, там, дистопливо, не знаю, как они его поддерживают ли они его в кондиции, меняют, там, условно говоря, через каждые 6 месяцев. Ну, просто раскочегают другие заводы чуть побольше. А здесь скорее будут логистические проблемы, то есть нужно какое-то время на решение логистических проблем по транспортировке. Хейтеры вас спрашивают. Не критично. Значит, Степан, если бы вы потеряли крышу над головой и доходы для стабильной жизни, вы бы и дальше так смеялись и юморили? А я по жизни такой. Скажите, Степан, что из более или менее определенного ждет всех нас весной-летом 26-го года? Ближний Восток будет тужиться еще лет 8, а Европа насколько хватит? Года на 3. Что за это время достигнет Китай и Индия? Спасибо, всем добра. В смысле? Нет, Ближний Восток так долго тужиться не будет. Я думаю, что пиндосы там... Я бы отдал месяцев 6 не позже на решение израильского вопроса, соответственно, американского вопроса на Ближнем Востоке. Европа, ну, у них на носу выборный, ну, не сейчас, а не очень важный выборный цикл, но правительство Британии на выход идет, французы на выход и немцы на выход, Меркель. Ой, Мерц, черт. Поэтому там на самом деле могут быть очень интересные изменения. И, скажем так, на мой взгляд,
ухудшение экономической ситуации в Европе, оно ускоряется. Когда вам уже канцлер Германии говорит, что, ребята, все, социалочки больше не будет, бабла нет. Это Мгм. кое о чем говорит. Добрый вечер, Степан Геннадьевич. Сегодня Евгений Мураев, украинский политик, ну, в прошлом, да, презентовал свое приложение для голосования, которое предлагает украинцам установить у себя на мобильных телефонах, зная отношение украинской к власти к нему. Мы прекрасно понимаем, что если проверят мобильный телефон и найдут там такое приложение, то в лучшем случае человек окажется в подвале СБУ, а в худшем, что где-нибудь в окопе в посадке. Как вообще такое предлагать украинцам? Спасибо за ответ. Всем мира и добра. Одессит спрашивает. Что вы вообще думаете по Ну, поводу это, этих инициатив? ну, это подстава в чистом виде. Да. Люди пиарятся на чужой крови, называется. То же самое с этими, с ФБК, с Навальным. А давайте проголосуем, давайте то же самое сделаем. Ну, давайте, ребята, чтобы всех списочком сразу и приняли. Это либо гапонщина, либо от слабоумия. Просто понимаете, какая история? Ну, Сегодня... может быть, просто, понимаете, может быть, грант выделили, вы поймите тоже. Грант могли выделить западные коллеги и Нет, тут, партнеры. тут, тут не в Западе. Тут Нет. это как раз таки с другого крыла. Наоборот, политик, бежавший, тоже там... В общем, неважно. Не суть в политике, суть в Ну, это, идее. вот, я все мнение высказал. Это либо подстава, либо от слабоумия. Просто Все. понимаете, какая история? Я вот недавно, кстати, было интервью у меня с тем Евгением Муравиным, поэтому одессита вспомнил. Я вот поэтому скептически к этому всему отношусь. Потому что сегодня прошла новость, что Нотариальная палата предъявляет претензии Минцифре украинской, ну, в общем, и Минюсту. Говорят, ребята, вы пытаетесь слепить нотариат, электронный нотариат, и в открытом доступе оказались доверенности, завещания, вот это вот вся вот, ну вот, весь массив. Это же страшная история на самом деле, да? Оно просто оказалось, потом дальше это все пожила новость сегодня целый день, к вечеру они там что вышли, Минюст, Минцифры говорят, не-не-не-не, типа, все нормально, не переживайте, ну, надо было погасить пожар. Ну, представьте, кто-то кому-то доверенность написал, а это в доступе. Ну, в общем... Нет, это же тайна, юридическая тайна, либо адвокатская тайна. А Там, как тут, это сказать. понимаете, может, как идея-то и хорошая. А тут, Она еще, ее реализация, она, вот, она воняет. да, значит, м, снижение ставки ФРС – это временная победа Трампа, ни на что не Нет, влияющая, нет, или не долгосрочная? абсолютно. Вот вы меня спрашивали, это ни о чем вообще. Слово совсем. Это вот так работает ФРС. Начинаем выходить из озвученного диапазона, рынок снижаем или повышаем ставку, зависит от того, куда идут доходности тибилов. Все. В какой стране будет безопасно следующие 20-30 лет для нашего человека? Спасибо, с уважением, Алекс. Не знаю. Если про него, вот я думаю, что 26-й год, 27-й будут самыми напряженными в геополитическом плане. Если пронесет, то тогда уже можно будет смотреть, кто где останется, какие режимы где падут, где новые возникнут. Пока я не знаю. Но я вам скажу так, что я на это смотрю с несколько иной стороны. Я вот смотрю на то, что вот этот глобальный юг, там, БРИКсы, ШОСы, ШМОСы, это все глобалисты. У них своя повесточка. 2030 его называется. Повесточка достаточно жестокая и направлена на сокращение населения. Как, например, вакцинация от чумки. Я смотрю на правительство таких более-менее развитых стран, где есть, скажем, энергетика, жратва и бензин с дизелем. Да? Ну, Россия там, например. Я смотрю и думаю, так, а что из себя представляет эта великая вертикаль власти? На что он ведь может до конца довести? Судя по тому, что происходило здесь во время чумки, нет, здесь были идеальные условия. Можно купить вообще все. Любой штамп, все что угодно.
С этой точки зрения, вот, я могу, конечно, ошибаться, но видя, куда идет весь этот глобализм и чем все это закончится, вы думаете, Чумка была последняя попытка? Не, далеко не последняя. Надо быть там, где вот есть что покушать, есть чем согреться, ну и где можно купить все. Любого чиновника. Россия такая страна на данный момент. Значит, Игорь спрашивает два вопроса. Что за партия в России «Новые люди»? Они активно набирают обороты в России. Неужели есть шанс на либерализацию? И второй. Я украинец, живу в Польше уже давно. Но такой, Новые люди. но такой раскрутки темы войны не было никогда. Особенно после дронов. Туск 24/7 в своих соцсетях крутит тему войны. Польшу готовят как следующий таран против России. Спасибо. Ну, да, там после украинцы закончится на очередь поляков и румынов. Ну, вот еще этот писал, как его, Сорос в 93 году, что зачем нам нужны Восточная Европа в НАТО. Дешевое мясо и ВПК западный, поскольку в Западной Европе, на Западе слишком высока цена жизни. А что касается новых людей, ну, помните, это вторая, скажем так, попытка. Первая попытка была с ее политиком и ее платформой в России. Тогда тоже каких-то непонятных субъектов набрали. Бабок заставили Прохорова вбухать, но перед выборами его Сурков кинул. Ну, понимаете, нужно, чтобы все были окучены, да? Вот есть, скажем, такой дудумовский сектор. Я иральный, патриотичный, но такой вот весь из себя. Но надо ему тоже, чтобы ему было за кого голосовать. Ну, вот создали такую непонятную вещь. Потому что Мироновская партия, она умирала. Ну, просто, когда была, там, скажем так, считалось в Кремле, например, что политическая система не созрела. В последнее время, по 70 не считаю, что все практически всем созрело, все хорошо под контролем. Ну, вот, ну, пусть бегают такие ребята веселые. Да. Выигрывает выборы не тот, кто голосует, а тот, кто считает. Да, Степан Геннадьевич, Это видимо, это кто-то там у вас сидит на проводе, какой-нибудь товарищ майор. Как только заговорили о внутренней российской политике, так сразу интернет так сказать, подумер, зависания подпошли. ну, может быть. Представляете, когда начали внутренние тайны-то выдавать, кто там, кто кому, Ну, Рабинович. Бабины медленно пишет. Поэтому. Бабин пишет. Ой. Да, друзья, ну, всем большое спасибо за то, что попали на запись этой бобины. Значит, ну, давайте попробуем вопрос еще задать. Ну, посмотрим, насколько там связь нам позволит это сделать. А, Значит, смешной вопрос от Виталия. Вопрос. На сегодняшней пресс-конференции в Лондоне Трамп, перечисляя остановленные им, по его мнению, войны, очередной раз назвал Армению Албанией. Как он будет называть Украину, когда все закончится? Варианты Украиль или Укрстан следует рассматривать. Заранее спасибо за ответ. Укрстан, он заколебется выговаривать. Бербарджан какой-то он выговорил. Не. Нет, Биробиджан, да вы что? Нет, запутается. Он Кабул не может правильно выговорить. Вы о чем? Украine. Не, я думаю, Украина такая останется. Легко запомнить, достаточно так выделяется, легко выговаривается. Понимаете, там Рагулистан, например, да, он заколебется выговаривать и запоминать. Это выше его когнитивных способностей. Это да. Значит, глобальный юг победит глобальный запад или будет ничья? Спасибо за ответ, Владимир. Нет, еще 100 раз говорил, вся идея, чтобы был не один гегемон, а было два гегемончика, многополярный мир. Чтобы между ними всегда бегали посредники, и периодически можно там на периферии кого-то с кем-то стравливать и стричь гешефт. Вот все. Значит,
Лондон-Сити может финансово обвалить Китай за считанные часы, но главная их Это цель каким образом? обвалить Не США в может. час X через тот же ФРС. Правильно рассуждает пользователь? Не может. Не может. Не может. Может, но я думаю, приняты экстренные меры, ФРС очень быстро перейдет под контроль правильных людей, и все нахрен выкупит. Да, друзья, С такими вещами не шутят. да, друзья, Или бы шутят один раз, первый и последний. всем большое спасибо. Да, под конец эфира мы видим. Ну, что поделать? Ну, видите, интернет же это уже свободный. Ну, поэтому вот сидит все, кто не лень, тут Кто-то сидят. занял чье-то место, да. Да, кто-то перестал быть свободным. Степан Геннадьевич, благодарю за время и мысли. Спасибо вам. Спасибо. Друзья, всем добра и света. Спасибо, что захаживаете к нам по четвергам. Ставьте лайк и пишите хорошие, добрые комментарии. Подписывайтесь. И самое главное, берегите себя. Добра и света. Увидимся. Удачи.